Всем рыруа. Ну что ж, начнем сначала. Я же с другой галактики. И мое имя действительно переводится как Мика. Попал я на вашу планету совершенно случайно. Мне было всего-то 2 недельки, когда меня засосало в радужный портал. Эх, почему я маму не послушала? И вышла-то ведь всего лишь на 2 хвостика за порог. Моя встреча с представителем вашей расы произошла сумбурно, но, как оказалось, не спонтанно. Оказывается, меня заказали. Но не в том смысле, что все подумали. Ваш человек, моя Наташа, давно искала меня по всем галактикам. Если честно, то уже с первых секунд я засомневалась. Конечно, но уже через 5 минут убедилась. Наташа тоже не местная. Как я это поняла? Никогда не знаешь, чего от нее ожидать, но об этом чуть позже, когда я больше изучу ваш язык. Сейчас в голове только маты с моей планеты. Так вот, приземлившись на пол, я сразу рванула в укрытие. Ну как рванула? Я пыталась. Только через неделю я узнала, что это называется линолеум. Материться на родном языке. Укрытие мне понравилось. Оказалось, что Наташа сделала в своей огромной кровати лабиринт. Звуки восторга. Надежный добротный лабиринт. Выковырять меня не получится. Я была уверена. Ровно неделю. Но Наташа у своей мамы инженер. Я, значит, всю неделю пряталась в лабиринте. Выходила только, когда Наташи не было дома и ночью. Когда Наташа ложилась порычать, покашлять, постонать, похрипеть на все лады. На третью ночь компетентные лица домовой и Амур сказали, что это называется поспать. А она возьми, да и схвати меня за холку в один ни разу не прекрасный день. Возмущенно восклицает. Лабиринт оказался вовсе не убежищем, а лишь еще одной огромной площадкой для игр. Искала маму, орала на всех диалектах 2 галактик. Потом просто плакала. Наташа вторила мне в унисон. Я удивилась, но тем она меня и покорила. Нет, вы не подумайте, Наташа баба нормальная, в основном. Но, ох уж эти 2%. Она не стала заставлять меня любить себя, не лезла в глаза, не тянула ко мне свои культяпки, не пыталась выманить меня из убежища. Она просто отвечала мне на каждое мяв. Хоть мы и не понимали друг друга, от слова совсем. Она просто дала мне пространство, свободу, заботу, еду, воду и игрушки. Когда ее не было дома, я, конечно же, обследовала всю новую территорию, чтобы понять, как мне вернуться домой. Познакомилась с Домовым и Амуром. Они объяснили мне, что обратной дороги не будет. Успокаивали долго. Убедили, что здесь мне ничего не угрожает, и жить я буду долго и счастливо. Правда, без родных. Но выйти на контакт с Наташей я осмелилась только через неделю. Когда она легла спать, запрыгнула к ней на матрас, включила мурлейлофон, обошла по кругу. А Наташа, замерев и даже задержав дыхание, просто наблюдала за мной. Я видела даже в темноте ее спокойную, добродушную, любящую ауру, но подойти к культяпке все-таки не осмелилась. Она как будто поняла, что я побаиваюсь, и всю следующую неделю даже не пыталась больше прикасаться ко мне. А я вот ее трогала. И когтями, и зубами, и на язык. Ее культяпки вовсе не опасны, а очень даже нужная вещь в хозяйстве, и игрушка, и чесалка, и гладилка, и кормилка, и точилка для зубов когтей, и движущаяся мишень. И еще один обман в жизни. Кстати, после лабиринта культяпки же таки выковырили меня из убежища. Как же я орала. Но это был первый раз, когда Наташа пригрела меня на своей груди. К концу 2-й недели я начала выходить из убежища, даже когда Наташа была дома днем. Она по-прежнему не трогала меня, ведь я все еще не доверяла и боялась, а она как будто понимала это. В какой-то момент мне даже показалось, что она читает мои мысли и понимает их. На чужом языке из другой галактики. И тем не менее ненавязчиво. Она предлагала мне ручки, стержни, бумажные шарики, ластик, карандаши, клубок, шнурки. Короче, у меня очень много игрушек. И Наташа сумела найти подход. Хоть я и не разобралась еще, как тут у вас все устроено, как теперь жить и что мне за это будет, но уже начинает нравиться. Всем рыруа.